Привет, это Бабл на канале Технозон, и сегодня у нас обзор мечты киномана Tynix TX6. Но почему мечты киномана? Да потому что это приставка на базе процессора Allwinner A6, и это 4 ядра по 1,8 ГГц. И все мы знаем, что данные процессоры очень хорошо подходят именно для киноманов, потому что картинка, которую они выдают, это просто персик. Но связано это с тем, что здесь есть не только GPU Mali 720 MP2, а еще и видеоускоритель Allwinner Phoenix 3.0 VE. А ведь именно этот видеоускоритель отвечает за качественное воспроизведение 4К контента, например, на кодеке H265. Чтобы не вводить своих зрителей в заблуждение, скажу сразу. Данная приставка не поддерживает кодек VP9, а это значит, что на этой приставке нельзя посмотреть YouTube 4К онлайн. Но зато здесь прекрасно можно посмотреть любой 4К контент в любых других кодеках, аппаратных кодеках, которые она поддерживает. Информацию о кодеке вы увидите из информации AIDA64, которую я покажу дальше в тестах. И так как я решил немножечко изменить формат своих видео, то я не буду показывать нудную распаковку. Если вам интересно, вы можете эту распаковку видеть вот в маленьком окошке рядом. Но хочу вам сказать. Часики, которые есть на панели, это тот вопрос, который возникнет сразу. Они гаснут, если вы выключаете приставку. Настроек по поводу часиков я не нашел. Из коммуникативных возможностей у данной приставки есть два USB 2.0 на задней панели, USB 3.0 на боковой. На другой боковой панели у нас есть разъем для TF-карт, LAN 100 мегабит, разъем питания и вот такая вот антенна. В принципе, я и не вижу смысла заниматься распаковками для того, чтобы показать вам эти коммуникативные разъемы. Насчет пульта, пульт здесь обыкновенный тайниксовский с цифровой панелью, которую можно приспособить для управления IPTV-плеерами. Ну и насчет системы охлаждения. Вот видно в маленьком окошечке, я на просвет показываю систему охлаждения. Система охлаждения состоит из процессора, термопрокладки и пластины, которая служит для рассеивания тепла. Насколько эффективна эта система охлаждения, мы с вами посмотрим в видео, но есть один вопрос. Дело в том, что Allwinner A6 изначально процессор, который рассчитан на высокие температуры. Если посмотреть на datasheet, вот я вам показываю в окошечке, то мы видим надпись о том, что здесь стоит сенсор до 100 градусов, то есть до 100 градусов она даже не будет тротлить. Мало того, предельно допустимая температура чипов памяти до 125 градусов. Но и это еще не все. В данной приставке стоят двухконтурные датчики тепла. Я дальше в тротлинг-тесте в видео покажу, что бывает, если система использует первый контур и нулевой контур датчиков тепла. И это в среднем плюс 10-15 градусов при переключении, допустим, на другой видеоускоритель. Поэтому вопрос температуры для этой приставки это вопрос сугубо риторический. И это является вопросом только лишь для тех, кто боится циферок на экране, а не реально рабочих показателей температуры, которые свойственны для процессоров Allwinner A6. Конечно же, играть на данной приставке я бы не совсем рекомендовал, хотя я на ней спокойненько играю, несмотря на какие-то циферки, которые выдает. Но вот при просмотре видео она держит оптимальную температуру благодаря своей системе охлаждения. Интерфейс Alice UX работает без каких-либо нареканий, она не тормозит, она не тротлит. Плавная работа всех элементов интерфейса просто поражает. Конечно же, за все это отвечает 4 гигабайта оперативной памяти DDR3 и 32 гигабайта хранилища, достаточного для того, чтобы установить большое количество, самое большое количество программ для просмотра онлайн-кино, онлайн-телевидения, да мало ли, может быть еще и пару фильмов сюда скачать. Насчет модулей Wi-Fi. На модулях Wi-Fi я получил скорость от 120 до 130 мегабит, что является очень хорошим показателем для 5 ГГц. Но вот 2.4 модуль меня действительно поразил. Я получил в среднем 60-70 мегабит, в зависимости от роутера, который я использовал. Я тестировал на роутере AC10 и на Xiaomi Mi нет. 4. Да, вот такой вот пошлый роутер. Но он меня действительно поразил. Также данная приставка поддерживает HDR10, что может порадовать действительно настоящих киноманов. Но, к сожалению, она не поддерживает автофреймрейт. Хотя, честно вам скажу, автофреймрейт на фоне тенденции повышения частоты контента выглядит больше атовизмом, чем необходимостью. Ведь автофреймрейта нет ни одной приставки на базе новых процессоров iMlogic S905X2. Автофреймрейта не было и нет ни в одной из приставок Mi Box от Xiaomi. Так что я не считаю это недостатком. А вот насчет проигрывания тяжелого контента
4К контента. Эта приставка даст фору любому процессору, вернее любой приставке на iMlogic S905X2. Она без проблем проигрывает файл с Mbps 400 мегабит на HDR10 Ultra HD. Чего абсолютно не могут сделать ни одна из приставок на базе нового iMlogic S905X2. Стабильности картинки у меня удалось достичь на iMlogic на файлах порядка 250 мегабит в секунду. Но я думаю, что я уже очень слишком много о ней рассказываю. Пора бы уже с вами и посмотреть на то, что эта приставка может. А учитывая цену этой приставки на момент съемки этого видео, то эта приставка не то чтобы лучшая, не то чтобы самая дешевая, но она самая оптимальная по соотношению цены и качества и возможностей, которые эта приставка предлагает. Так что ссылочку я положил в описании под видео, советую пойти и ознакомиться с таким шикарным предложением на такую шикарную приставку. Но это еще все ничего по сравнению с тем, что мы дарим нашим подписчикам. А это вот такой вот Nvidia Shield TV, розыгрыш который идет сейчас у нас на канале. И PlayStation 4 Pro с 2 играми. Вот так вот. Условия акций и розыгрышей ищите в описании под видео. А также в описании под видео есть ссылки на наши паблики Viber, ВКонтакте и Facebook, где есть очень много всего интересного. А для того, чтобы не пропустить все то интересное, что только еще планируется на нашем канале, то я советую вам нажать подписаться и колокольчик. Ну а сейчас я хочу сказать свое фирменное «поехали», вернее, хотел бы сказать свое фирменное «поехали», но сильно уж начали копировать мой стиль видео и, кстати, мою фирменную фразу. Поэтому я скажу «хавабанга», ведь это же бубльгум, ребята! Включенная приставка выглядит просто обалденно. Вверху экранчика мы с вами вывели температуру, сейчас она в простой 53 градуса, на все время проведения тестов данного девайса. Мы видим с вами традиционную Alice UX, которую так любит Tanix. У нас есть домашний экран, на котором можно менять иконочки, добавлять различные приложения. Мы можем сейчас выбрать с вами вот 4 приложения, они у вас появятся в строке. Вы их просто будете скроллировать вашей аэромышкой, либо простым пультом. Есть вкладка, где отражены все приложения, которые установлены в данном Smart TV боксе. И есть меню настроек, где также можно добавить различные плееры, маркет, либо какие-либо тестовые программы. Я вот сейчас как раз выношу туда различные программы, которые буду использовать в процессе тестирования данного девайса. И внизу у нас есть информация о погоде. Вы можете сюда вбить свой город. Пожалуйста, я вбил Киев, и мы получили информацию о Киеве и о погоде на 7 дней вперед. Очень удобная функция. Также здесь есть переключатель Фаренгейт и Цельсий. Если вы переведете свой курсор влево, либо же просто нажмете на своем пульте влево, вы увидите меню запущенных приложений, либо историю запущенных приложений. Есть функция очистки памяти, просто нажав на корзинку. На главном экране у нас есть Alex UX Lite Edition. Это тот же самый Kodi по сути, но с некоторыми надстройками. Отличие Kodi Velis UX от Tanix — это наличие предустановленных аддонов, вернее дополнения, которые так любезно Tanix включила в свою прошивочку. Вот, пожалуйста, все эти аддоны или дополнения вы можете увидеть, они уже установлены. При этом еще они обновляются. Те, кто любит использовать Kodi по достоинству, оценят такой шикарный подарок. Давайте пойдем в настройки и посмотрим меню настроек. Нас интересует сразу Wi-Fi. Wi-Fi здесь поддерживает 5 ГГц, и хотя в некоторых источниках есть заявление о поддержке MIMO 2x2, я по тесту скорости не заметил присутствия данной технологии. Есть у нас Bluetooth. В настройках экрана мы якобы можем поменять обои. Конечно же, Alice UX, наверное, не сильно даст это делать. Есть стандартные функции Tanix по масштабированию. Разрешение HDMI. Данная приставочка поддерживает разрешение от 480p 60 Гц до 4К 60 Гц. При этом в 4К он поддерживает 24, 25, 30, 50 и 60 Гц. И вроде бы с таким набором разрешений должен работать автофреймрейт, но его, к сожалению, нет. У меня не получилось запустить его ни на одном из тестовых файлов, либо роликов, либо плееров. Есть поддержка PAL и NTSC, а вот отдельно от экрана в расширенных настройках мы можем с вами найти управление профилями цвета и битностью цвета. Она поддерживает HDR 10 бит. Это очень круто. Также вы можете принудительно включать HDR и SDR. Раздел уведомлений. Раздел уведомлений у нас действительно полезен, потому что в Tanix TX6 есть шторка. И в этой шторке, если установлен YouTube ATV, вываливается постоянно рекомендованные видео, а это иногда раздражает. Поэтому мы с вами можем спокойно это все отключить. Снизу у нас есть статус-бар, где мы можем с вами переключать приложения, включать-выключать. Вообще все, кто хочет иметь приставку со статус-баром и шторкой, то эта приставка именно для вас.
Раздел звука очень похож на мобильные телефоны, но здесь есть Audio Output Mode. Это значит, что вы можете выбрать, куда вам выводить звук, а куда нет. Здесь есть SPDIF, есть HDMI и есть аудиокодек. Хранилище из 32 гигабайт из коробки нам доступно 2577. А памяти системы используется в среднем 1 гигабайт при неактивных текущих приложениях. Из 4 гигабайт DDR3. Если посмотреть об устройстве, то здесь мы видим модель TX6, версия Android 7.0, версия ядра и номер сборочки. Обязательно это оставлю. AIDA 64. Вот в AIDA 64 мы можем с вами посмотреть, что это производитель Allwinner, но скорее всего это просто производитель процессора. Модель TX6, памяти 4 гигабайта, хранилище 32, из которых доступно 2577. Центральный процессор. Центральный процессор это у нас 4-ядерный Allwinner A6, 64-битный, который поддерживает 32 бита режим и который работает до 1,8 ГГц. У нас здесь стоит графический процессор Mali T720. Но особые ценители хорошей картинки, которые знакомы с процессором Allwinner A6, скажут: стоп, какой Mali T720? Там ведь должен быть видеоускоритель Allwinner Phoenix 3.0 VE. И он здесь есть. Данный видеоускоритель используется для качественного рендеринга видеофайлов, видеоконтента, видеопотока для получения наиболее максимально красивой картинки. Температура. Мы видим, что у нас есть поддержка CPU и GPU температуры. Здесь стоит двухзональный датчик. И кодеки. В разделе кодеков мы видим аппаратные кодеки Allwinner, и, к сожалению, мы там не видим кодека VP9. А это значит, что в YouTube у нас не должно показывать 4К. Я уже попробовал стоковый YouTube, и там нет 4К. Но мы с вами попробуем обновить версию YouTube ATV, либо поставим Smart YouTube TV и попробуем, как же все-таки работает на программном кодеке VP9 4К. Спид-тест. 5 ГГц. На 5 ГГц даже с внешней антенны у меня не получилось выжать больше, чем 124 мегабита на загрузку и 131 на выгрузку. Тесты проводились на гигабитном канале на роутере Tenda AC10, который у нас на других приставках показывал до 250 мегабит на 5 ГГц Wi-Fi. 2,4 ГГц. 2,4 ГГц все на том же. Tenda AC10 выдал нам 67 мегабит на загрузку, 72 на отдачу. И вы знаете, это одни из самых лучших результатов после X96 Max, у которого было почти 80. Но здесь, скорее всего, играет роль наличия внешней антенны. Интернет через LAN показал противоречивый результат с учетом того, что здесь LAN 100 мегабит, он выдал 106 на 95. Я понимаю, что, скорее всего, это какая-то погрешность, но свои 100 мегабит LAN отрабатывает отлично. Ну и сразу же с вами перейдем к тротлинг-тесту, потому что нам важно, насколько данная приставка хорошо работает. И мы стартуем с вами наш тест. Вот как раз на середине теста у нас температура 74 градуса, пики вниз можно не обращать внимания, потому что такие пики говорят о включении или выключении какого-либо фонового процессора. Наш тротлинг-тест окончен, давайте посмотрим более детально на его результаты. Тотального падения производительности в зависимости от температуры у данной приставки не было. Максимальная температура, до которой доходила приставка, 88 градусов. Но здесь у нас вот возникает небольшой разрыв шаблонов. Если мы зайдем с вами в опции и нажмем конфигурацию температурных сенсоров, и мы увидим, что у нас есть две зоны термального контроля. Если мы выберем, например, с вами на двух первых ядрах зону 1, то мы с вами увидим совсем другую ситуацию по температуре. Давайте запустим с вами тест. И мы видим, что в зоне 0, которая у нас стояла на данном тесте, температура 84 градуса, а в зоне 1 у нас температура 73. Поэтому в середине теста у нас вверху показывало 75 градусов, а внизу мы увидели температуру 88. Все это связано именно с наличием двухзонального температурного датчика. И зачастую на данной приставке на самых популярных программах CPU мониторинга, мониторинга температуры, температуру показывают в среднем на 12-13 градусов выше. Мы видим сейчас с вами по двум ядрам. Первым, что это температура 75 при 100% загрузке, а по двум другим ядрам это 86 температура. И многие уже могли бы поднять свои лапки вверх и кричать: «Бабл, что же это за фигня? Ты нам рассказываешь, что приставка хороша, а на самом деле она супер греется». Так вот, нет, ребят, на самом деле здесь действительно путаница небольшая с датчиками. Но приставка действительно не тротлит.
Ну что ж, мультимедийные возможности. Потоковое видео и потоковое телевидение мы с вами оценим в Megogo. Потоковое телевидение не должно вызвать никаких проблем при просмотре. Обычно это вообще телевидение формата SD, очень редко, когда это бывают HD-каналы. Ну вот, например, мы с вами включили новости 24 HD и посмотрим, как оно работает в HD качестве. В принципе, потоковое телевидение — это самый быстрый вариант просмотра телевидения вообще, поэтому даже самые слабые приставки с этим справятся, но я должен вам это показать. А вот и потоковые фильмы онлайн, например, от сервиса Megogo, такой же принцип используют и сервисы Ivi, и мы можем выставить с вами качество 1080p, и все это будет работать без каких-либо фризов, особенно учитывая модули Wi-Fi и сети в данной приставке. IPTV. IPTV меня в первую очередь интересует проигрывание HD-каналов. HD-каналы мы будем с вами тестировать на базе сервиса Eden за $1 в месяц. Мы с вами сейчас отфильтруем конкретно HD-каналы и предлагаю сразу же перейти к их просмотру. Вот, пожалуйста, VIP Premiere, никаких фризов. Температура в процессе проигрывания 65-66 градусов. Следующий канал VIP Comedy, VIP Mega Hit. Включение каналов происходит практически мгновенно, это связано с хорошей пропускной способностью моей сети. Если взять Viasat Nature History и нажать просто на него, мы получим изображение практически сразу. Пожалуйста. Ничего не фризит, ничего не тормозит, все работает отлично, вы можете спокойно наблюдать на эту картинку. Максимальная температура после часа проигрывания IPTV у меня получилась 67-68 градусов в HD качестве. Но что же с онлайн-кинотеатрами? Так вот, на базе Lazy Media Deluxe Pro мы с вами и протестируем, насколько эта приставка хороша для просмотра фильмов онлайн с различных онлайн, а также для просмотра торрент-фильмов онлайн. Проверять я буду на фильме Serenity. Этот фильм я очень сильно люблю, и он у нас есть без проблем в 4К, поэтому это очень просто сделать. MP4 4К. Я буду использовать самый традиционный MX-плеер. Я предлагаю сразу посмотреть реакцию на перемотку, поэтому я перемотаю, ну, например, минут на 10 вперед и посмотрю этот фильм, ну, давайте минут 5, для того, чтобы мы поняли, насколько у нас идет прирост температуры. Я уже посмотрел некоторое время этот фильм, и максимально зафиксированная температура мной была 70 градусов. Она колеблется 70-68. Это абсолютно отличная температура для просмотра 4К онлайн-контента, учитывая температурные режимы данного процессора, о которых я говорил ранее. Но ведь нас интересует не только онлайн 4К потоковая с сервисов, но нас интересуют и торренты. А вот для теста возможностей просмотра данного фильма через торрент онлайн я выбрал файл 9,37 гигабайт, у которого побольше пиров, для того, чтобы не было никаких задержек. Это Blu-ray Disc RIP 720p. Я использую Stream Media и Ace Player, который создавался специально для этих целей. Мы видим, что у нас очень быстро набираются сейчас пиры и набирается скорость канала. Поэтому пребуферизация прошла практически мгновенно. Все, наш фильм начал проигрываться. И вот в этом моменте нам следует смотреть более пристально за температурой, потому что проигрывание фильмов по технологии A-Stream Media — это достаточно энергоемкий процесс. Но проигрывает он его просто отлично. Для начала мы попробуем с вами перемотать его. Вот мы получили картинку. И давайте немножечко посмотрим и тоже проверим температуру данного процесса. Я просмотрел данный фильм определенное время, 74-75% температура процессора. Это абсолютно отличная температура для данного типа процессоров, для просмотра торрент TV, торрент фильмов онлайн. Никаких проблем у вас это не вызовет. Даже если температура приблизится к 80, на данном типе процессора это абсолютно хорошая температура для этого процессора. Это заявлено производителем. Температурные сенсоры на данной приставке до 100 градусов. Поэтому мы с вами не пугаемся, мы с вами смотрим на качество картинки. А качество картинки здесь персик. Вот так вот хорошо работает у нас Lazy Media Deluxe Pro. Кстати, ссылочку на обзор которого я положил в описании под видео.
Ну вот мы и подошли потихонечку к проблеме YouTube, а вернее, проигрывает ли он 4К или нет, и как мы будем с вами решать эту проблему. Поехали. Предустановленный YouTube — это YouTube ATV. Ищем 4К контент. Давайте наш любимый ролик Sony 4К. Мы видим, что у нас здесь нет выбора 4К. Вот такая вот небольшая лажа. Мы с вами немножечко посмотрим, как работает Full HD, и попробуем решить эту проблему. На данный момент мы видим, что у нас viewport Full HD, оптимальное разрешение 1080p, текущее разрешение 1080p 30 кадров, и все. Он просто отлично работает. Но нас не устраивает просто отлично работает, нам нужно разобраться с 4К. Устанавливаем Smart YouTube TV из Aptoide, и сразу же я его открываю. Выбираю 4К основной. Все тот же видео 4К от Sony. Выбираем качество, видео. И пробуем с вами выбрать кодек VP9 на 18 мегабит. И нет. Ребят, к сожалению, VP9 у нас даже софт-кодек не запустился. Приставка, к сожалению, не поддерживает в YouTube 4К. Она прекрасно проигрывает 4К файлы, в чем мы сейчас убедимся. Мы видим сейчас процесс, это одни дроп-фреймы, и это означает то, что просто-напросто кодек не включился, и его фактически в системе нет. Но настоящих киноманов я спешу успокоить, что 4К данная приставка проигрывает действительно идеально. И проигрывает она даже это лучше, чем на iMlogic S905X2. Давайте с вами посмотрим, как работают тестовые файлы. Очень тяжелые тестовые файлы в 400 мегабит в секунду, HDR10 на базе тестовых файлов Jellyfish. И медузы запустились просто идеально. Никаких микрофризов, лагов в данном видео, вернее в процессе воспроизведения данного видео мы не можем наблюдать. Потому что в данном случае включается Allwinner Phoenix 3.0 VE. Это вот такой вот видеоускоритель. Поэтому нет смысла даже проигрывать 300 Mbps, потому что оно будет проигрываться точно так же. Но проигрывает отлично самый тяжелый ролик 400 мегабит в секунду Jellyfish вообще без лагов. На что, кстати, не способны iMlogic S905X2. Вот мы сейчас с вами запустим еще один Astra Ultra HD в H265 кодеке ролик. Это очень тяжелый кодек. Мы видим, что температура проигрывания 4К ролика в очень хорошем качестве у нас колеблется в пределах от 68 до 73 градусов. Отличная температура для проигрывания действительно тяжелых файлов именно для процессора Allwinner A6. Очень красивая цветопередача. HDR10 отрабатывает просто идеально. Эта приставка подходит идеально, да, именно опять слово идеально для киноманов, которые любят смотреть кино в записи. Но вот если с видеоконтентом, мультимедийными возможностями все понятно, то как же быть с игровыми возможностями, мы с вами выясним сейчас. Но предупреждаю сразу, в играх данная приставка будет показывать температуру выше, чем, например, при проигрывании тяжелого видеоконтента. Результат у нас выдало 4290 баллов, и чтобы вы понимали, это результат Xiaomi Mi Box S. Вот если мы выйдем сейчас с вами в главное меню, то температура упадет после отключения инициализации видеочипа, температура упадет мгновенно. Вот мы вышли в главное меню, 76, 71, 70, и сейчас термодатчик переключится на другой. И она мгновенно уходит в пределы 60 градусов. И мы все-таки начнем тестирование игровых возможностей. Но это будет очень бегло и очень динамично. Невада! У-ху! Посмотрите на плавность картинки. Плавность картинки просто отличная. На уровне действительно хорошего Smart TV бокса для игровых целей. Несмотря на якобы такую заявленную температуру, она не тротлит, она играет. Ну давай! Итак, летим в небеса. Вау! Вау! Класс, на самом деле играть прикольно, не знаю, кого-то может и пугает такая температура в 90 градусов, но я-то знаю, что она не такая. Я прикасаюсь к приставке, сверху сейчас она действительно не имеет температуру в 90 градусов. Вернее, если бы она имела температуру процессора в 90 градусов, учитывая пластину сверху, она должна была быть сейчас горячая просто, не знаю, как печка, как минимум. Опа! А сегодня-то в Real Racing 3 у нас вообще разноцветные порши. Что за беспредел? С каждым обзором я попадаю на какие-то разные расцветки этих всех поршей, с которыми я гоняюсь. Что это за беспредел? Белые,
черный, а у меня синенький, с красными колесами. Не знаю, нужно жаловаться куда-то. Срочно, ребята, ищем куда жаловаться, потому что меня не устраивает. Я хочу белый Porsche на старте в Real Racing 3. Играет Real Racing абсолютно идеально. Никаких тормозов, все очень идет плавненько. Примерно так же, как и на Xiaomi Mi Box 3. Температура 88 показывает. Реальную температуру мы сейчас не знаем, если переключить контур температурных датчиков мы вручную не можем, к сожалению. Но я вам скажу так, если бы она ушла в перегрев, то в данном процессоре установлен датчик и установлен режим защиты от перегрева. Так вот, если бы была и критичная температура для процессоров, приставка ушла бы в даун. Она бы выключилась, перезагрузилась бы, либо еще что-то. Такого не происходит. Играет она абсолютно стабильно. Работает абсолютно стабильно и воспроизводит игру, вернее обрабатывает графические данные игры без претензий. Традиционно мы идем уже здороваться с нашим старым другом, с которым мы здороваемся практически в каждом нашем обзоре, где мы тестируем игровые возможности нашей приставки. Привет, дружок! Нам очень приятно тебя сегодня... Он зубы не почистил. Ну да ладно. Ну что, взорвем бочечку, взорвем парочку зомби. На самом деле игры идут очень прилично, никаких вопросов у меня это не вызывает. Действительно, температура, может быть, сначала напрягает 93 градуса, но учитывая то, что я пробую приставку сверху, там 93 градусами не пахнет. И даже в танке, мы играем даже в танке, мы видим температуру 96 градусов, по идее она уже должна была бы выключиться, но она даже не тротлит. Вот так вот мы имеем 43 FPS на предложенных самой игрой настройках. У нас даже поднимается до 50 FPS, вот это да, на 96 градусах. О, у меня сейчас КВ-2 пришпиндерит, твою ж мать. Позбивали все, что можно. Иди сюда. На тебе под башенку. Под башенку тебе тут нанесем урон. Вы знаете, очень прикольная плавность работы. Меня, конечно, сейчас слили, но при том, что оно показывает 97 градусов, ну, вы понимаете, что вопросов да нет. Те, кто боится циферки, можете просто на ней не играть. Те, кто имеет немножечко понимания этого процесса, просто прикасаются к приставке и понимают, что 97 градусов там нет. Ну а мы с вами идем и резюмируем данное видео, потому что я сложил уже полное впечатление о данном Smart TV Box. Ну что, насмотрелся, наигрался, действительно приставка получилась обалденная. С учетом ее цены я даже не знаю, какую категорию отнести, но я могу сказать с уверенностью одно: она действительно хороша. Подкупает качество Wi-Fi, подкупает качество картинки, ведь качество картинки просто отличное. Подкупает то, что при просмотре торрент-фильмов онлайн она не идет в нагрев. Подкупает отсутствие тротлинга, подкупает наличие USB 3, подкупает наличие TF-карт, подкупает вообще все. Так что мнение канала Технозон таково, что данная приставка является очень классным продуктом. Она рекомендуется к приобретению. Она идеально подходит для киноманов. Я не советую на ней играть тем, кто боится высоких цифр температур, вернее цифр на экране. Я на ней играю и играть буду. Но мнение команды Технозон таково, что это вот такой вот девайс. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят!